Удар американскими ракетами по РФ и контрольными дронами. Украина взяла ответственность за атаку по Белгородской дамбе. В РФ предупреждают об ответном ударе кинжалами и орешником. Ответ Путина Западу, а также скандал между Москвой и Вашингтоном. Человек Трампа назвал посланника Кремля пропагандистом. Прорыв армии РФ. Зеленский делает срочное заявление. Стороны заявляют о продвижении на фронте. Украина при этом готова воевать еще несколько лет. Озвучены сроки. Мерц готовит массовый медосмотр мужчин перед отправкой на войну, а группа Абба отменяет тур по немецким городам из-за боевых действий. Новая провокация в соцсетях. Скандал из-за сине-желтого пакета в Казахстане. Как российский певец попал под каток критики из-за цветов флага. А также новое открытие. Комары долетели туда, где их не было никогда. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядков», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Литва готовится всерьез и надолго закрыть границу с Белоруссией. Об этом заявил президент страны Науседа. Также Вильнюс намерен ограничить транзит в российский Калининград, если воздушные шары с контрабандой из Беларуси продолжат залетать в воздушное пространство Литвы. Гитанас Науседа оценивает инциденты последних дней и сбои в работе аэропортов как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами. В ближайшие дни правительство должно предложить способы реагирования, цитирует заявление президентской администрации ЛРТ. Но уже сегодня премьер Литвы срочно созывает комиссию по нацбезопасности. Все ответственные службы работают и постоянно следят за ситуацией. В понедельник утром я созываю заседание Национальной комиссии по безопасности, чтобы обсудить план действий и дальнейшие шаги. Прошу всех набраться терпения. Я понимаю, какие неудобства и беспокойства вы испытываете, но мы действуем в ваших интересах безопасности. Мы спокойно и уверенно предпринимаем меры. Закрытие границ является сигналом, что мы не потерпим никаких нарушений границ. Напомню, уже несколько дней подряд Литва вынуждена закрывает крупнейшие аэропорты, а также пограничные КПП с Белоруссией из-за метеозондов с контрабандными сигаретами. Фица против Брюсселя. Премьер Словакии снова заявил, что Братислава против любых финансовых механизмов ЕС, которые могут помочь Украине справиться с военными расходами. При этом Фица раскритиковал предложение Евросоюза о конфискации замороженных российских активов на сумму около 140 миллиардов евро. Такой шаг, говорит он, обернется международными судебными спорами, а Россия в ответ, по словам словацкого премьер-министра, может конфисковать имущество европейских государств, включая здания и корабли. При этом Словакия не отказывается продавать боеприпасы Украине, но ни одной пули бесплатно, подчеркнул Фица. Если США сегодня имеют полные склады оружия и говорят: покупайте у нас и передавайте Украине, и если мы способны производить что-то подобное, то, пожалуйста, кто хочет, пусть покупает у нас. Это значит ни одной пули бесплатно. Это значит, что никакая летальная помощь Украине не пойдет бесплатно, и мы не будем участвовать ни в какой схеме, ни в какой программе, которая привела бы к финансированию военных нужд Украины. В Германии Мерц готовит массовый медосмотр мужчин перед отправкой на войну, а группа Абба отменяет тур по немецким городам из-за войны. Эти и другие фейковые ролики о Германии, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, крутятся в сети и набирают сотни тысяч просмотров. Немецкие журналисты и организации, которые следят за информ-компаниями в соцсетях, считают, что авторами видео являются россияне. В сфабрикованных роликах Мерца представляют как нового Гитлера, который готовит нападение на Россию. В другом ИИ-видео с логотипом агентства AFP утверждается, что в Германии резко участились нападения на французских и польских туристов. А в сентябре в соцсети X завирусилось видео, как один из участников шведской группы Абба якобы анонсирует тур коллектива в 2030 году и говорит, что вряд ли поедет в Германию из-за Мерца, потому что он готовится к войне с Россией, у которой достаточно оружия, чтобы уничтожить 10 таких стран, как Германия. По данным экспертов D-Team, подобные видео — это работа российской информгруппы «Шторм-1516». Удар американскими ракетами по территории России, а после контрольные беспилотниками. Киев заявляет, атака на дамбу в Белгородской области – это работа сил беспилотных систем ВСУ. Операция названа, далее цитата, «Дамба, ты держись, если что». Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Мадяр Бровди, этнический венгр, которого Будапешт обвинял в ударах по нефтепроводу «Дружба». Вот что он пишет в своих соцсетях. Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебного пенделя уровень воды упал пока на 100 сантиметров.
Что-то там уже щебетал белгородский губернатор. Ругается почему-то. Плотина, плотина, удар ВСУ. Говорят, что в блиндажах в районе поселка Графовка военным червякам находиться неуютно. Местные радуются. Теперь у нас не окопы, а каналы. После падения уровня воды украинские военные пишут, что из-за разлива российские войска в Волчанске, Харьковской области могут оказаться отрезанными от основных сил. В Госдуме РФ уже призвали нанести по Украине ответные удары кинжалами и орешником, а также устроить ковровые бомбардировки. Раз уж объявлено, что мы уничтожаем вражескую энергетику, делать это нужно, не стесняясь, запуская кинжалы и орешники по всем важным мишеням, задавшись целью, к примеру, за одну нашу нефтебазу непременно разбомбить 2-3 украинские. Следует накрывать и районы, из которых идет стрельба по российской территории, и точечно по пусковым системам, и ковром, выжигая все вокруг. Пора уже, наконец, показать, что шутки закончились, и воевать по-настоящему. Внимание приковано также к еще нескольким точкам на карте. Украина заявляет о продвижении ВСУ на Добропольском направлении и о взятии под свой контроль 185 квадратных километров Покровского района. В то же время Москва уверяет, ВС РФ взяли в окружение ВСУ под Купянском и под Покровском. В настоящее время перед группировкой «Центр» стоит не менее важная задача по уничтожению окруженной группировки вооруженных сил Украины в районе Красноармейской Дмитровской агломерации. Украинский генштаб не сообщает об окружении украинских военных, однако уточняет, что в самом Покровске, который россияне называют Красноармейском, уже находятся силы России. Противник, используя межпозиционное пространство и просачивание малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои. Активно работают подразделения БПЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются путем проведения контрдиверсионных мероприятий. Срочное обращение сделал и Зеленский. Он также рассказал о продвижении ВСУ. Кроме того, опровергает информацию о том, что вооруженные силы Украины взяты в окружение, однако признает проблемы в Покровске. Заявляет, армия РФ уже в городе. Именно там, против Покровска, россияне сосредоточили свою основную ударную группировку, и это значительное количество войск оккупанта. Конечно, это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои везде, на подступах к городу, есть диверсионно-разведывательные группы в городе. Тяжело с логистикой. Уже в ночь на 27 октября Украина совершила дальнобойный удар по РФ. Дроны летели на Москву, и к часу ночи, по сообщениям мэра Собянина, было сбито 10 единиц. Военная техника, в частности мобильные огневые группы, были стянуты к Кремлю. Фото обстановки в российской столице опубликовало издание Clash Report. Во многих российских городах также был введен план ковер из-за угрозы БПЛА. Произошла немедленная посадка и запрет на вылет гражданских самолетов. Мониторинговые каналы при этом сообщали о передислокации российской военной авиации с аэродромов, которые могли потенциально стать целью ВСУ. О взрывах, а также последствиях налетов дронов писали и жители тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны РФ. Россия поставила в известность Вашингтон об испытаниях крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буевестник». Об этом заявил спецпредставитель Путина Дмитриев, который находится в США с визитом. Рейтер пишет, эти действия – это обращение или же послание Путина к Западу и лично Трампу. Для Трампа, который называл Россию «бумажным тигром» за то, что она не смогла быстро покорить Украину, послание заключается в том, что Россия по-прежнему остается мировой военной силой, особенно в области ядерного оружия, и что на инициативу Москвы по контролю над вооружениями нужно реагировать. А послание Путина Западу в целом, после того, как США начали передавать Украине разведданные для ударов по российской энергетике, заключается в том, что Москва способна нанести ответный удар, если решит. В то же время люди Трампа отправляют послание Путину. Кирилла Дмитриева, который прилетел с конфетами с цитатами Путина, назвали пропагандистом. О скандале пишет западная пресса. Причина всему – высказывание Дмитриева, который заявил, что недавно введенные Трампом санкции против России ударят по самим США, где вырастет цена на топливо. Министр финансов Америки Скотт Бессент считает, что Россия немедленно почувствует боль от санкций, это цитата, а Дмитриев просто не мог открыто признать большие проблемы, которые подкинули Штаты, уверяет министр финансов. Когда вы называете его пропагандистом, вы подразумеваете, что нам не нужно слушать ничего из того, что он говорит. А что, по-вашему, с ним произойдет, если он вернется домой и скажет: «Господи, что если бы он сказал по телевидению: это ужасно, президент Трамп поступил правильно, это кампания максимального давления, и она сработает»? Маргарет, что он скажет?
Конечно, он скажет именно то, что сказал. Если вы посмотрите на все российские тезисы, они постоянно используют выражение «мы выработали к этому иммунитет». Но они не выработали иммунитет к этому. Их нефтяные доходы снизились на 20% по сравнению с прошлым годом. Я полагаю, что это может сократить их еще на 20-30%. Москва открыта к дальнейшим переговорам с Вашингтоном, а давить на нее нельзя. Это также сказал Дмитриев и озвучил условия завершения войны. В частности, мы подтверждаем, что решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта. И президент Путин очень четко высказался об этом в своей речи перед Министерством иностранных дел. Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5000 военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5500 в районе Красноармейска и в успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса «Буревестник» с ядерной установкой. Россия отказывается от режима прекращения огня. Новое условие, поддержанное Трампом, Кремль не устраивает, говорит Лавров. Он напомнил, что на Аляске американский президент говорил о полном завершении войны. Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они просто хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя. Резонансными стали и слова Лаврова о том, что Россия не нарушает Будапештский меморандум, подписантом которого была Москва, и которая гарантировала Украине безопасность в обмен на ее отказ от ядерного оружия. В Киеве напомнили Лаврову текст меморандума, в котором говорится, что Россия, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии и США подтверждали Украине свои обязательства уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. В то же время в Польше уверены, Украина сохранит независимость. Об этом в интервью Sunday Times заявил премьер-министр Польши Туск. При этом Туск не верит в надежное мирное соглашение между Киевом и Москвой. Политик предупреждает о вечной войне в Украине. Она закончится только тогда, когда РФ произойдут радикальные изменения, считает Туск. При этом, по словам Туска, Зеленский озвучил сроки, сколько еще готова воевать Украина. «Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство», — сказал Туск. «Теперь главный вопрос в том, сколько будет жертв. Президент Зеленский сообщил мне, что надеется, что война не продлится 10 лет, но Украина готова сражаться еще 2-3 года». Друзья, каковы ваши ощущения, когда настанет мир, далеко ли мы от него или близки к нему? Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Также прошу вас поддержать меня лайком, подпиской. Спасибо вам всем за то, что вы всегда отзываетесь на мои просьбы. А я продолжаю. Российский певец Акмали оказался в центре скандала из-за подарочного пакета в цветах украинского флага. В соцсетях распространилось видео с концерта Акмаля в казахстанском городе Петропавловск. На этих кадрах видно, как артист принимает подарок от зрительницы – небольшой пакет сине-желтого цвета. После певец вынимает содержимое из пакета, бутылку спиртного и возвращает подарочную упаковку девушке со словами, далее цитата, «Пакетик этот сожгите». Пакетик этот сожгите. Цвета мне не нравятся этого пакета. Так, понимаете, да? Эта фраза вызвала бурную реакцию в казахстанском сегменте соцсетей. Многие посчитали слова исполнителя оскорблением национальных символов. Ведь флаг Казахстана также состоит из голубого и желтого цветов. А некоторые предположили, что артист мог иметь в виду флаг Украины. Сгладить конфликт попыталась продюсер звезды Анастасия Галкина. По ее словам, Акмаль не хотел никого оскорбить, просто он не любит эти цвета. Однако последующие концерты артиста, которые планировались в Костанае, были отменены якобы из-за отсутствия электричества. Как писали местные СМИ, в день выступления в городе действительно не было света из-за аварии, но под вечер электричество дали. Без света осталась только филармония, на сцене которой должен был петь Акмаль. Комариный писк теперь и в Исландии. На острове, где никогда не было комаров, впервые обнаружили этих насекомых. Это одно из громких событий. Так сказать, открытие совершил житель ледниковой долины Кьос Бьорн Хьяльтасон. Мужчина увидел комара в своем саду, поймал его, сфотографировал, снимки выложил в сеть, подписав далее цитата «Кто-нибудь знает, к какому виду относится эта муха?» По скриптум ее уже прихлопнули, так что она немного помята. На следующий день в саду появились другие комары.
Хельтасон отправил свою удивительную находку на исследование в Институт естественных наук Исландии, и там подтвердили – это комар. Более того, самка. Этот вид устойчив к холоду и способен выживать в исландских условиях, зимуя в подвалах и сараях, заявили ученые. Как пишет World Population Review, основными причинами отсутствия комаров в стране были холодный климат и отсутствие стоячей воды, необходимой для размножения насекомых. Однако в этом году в Исландии зафиксировали несколько рекордных температурных показателей. Летом воздух прогревался до плюс 26 градусов Цельсия вместо традиционных 15. Я всегда подозревал Грундартанги, порт. Он всего в 6 километрах от меня. И часто что-то привозят туда на кораблях и в контейнерах. Так что, возможно, они прибыли именно таким образом, говорит Бьорн. Но если ко мне в сад прилетели сразу 3 особи, значит, скорее всего, их здесь уже больше, добавил он, отметив, что этот вид вполне способен выживать в исландских условиях. Теперь единственное бескомарийное место на Земле – это Антарктида. И пока в Исландии думают, как бороться с назойливыми кровососами, в Мексике, наоборот, запускают производство по размножению очень важных насекомых. Разводить будут стерильную мясную муху, которая поможет бороться с паразитом дикой мясной мухой. Насекомое, в частности, поражает домашний скот, вплоть до летального исхода. Именно из-за этого вредителя США ввели временный запрет на импорт мексиканского крупного рогатого скота. Завод по производству стерильной мухи планируется запустить в следующем году. Выращенных на заводе насекомых будут выпускать в дикую природу для спаривания с плодовитыми самками. Друзья, на этом все. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.